Уважаемые друзья, я вас всех приветствую. В этом видео продолжаю вас знакомить с верстаком Part Design в программе FreeCAD. Создаем новый проект. Сделаем монтажный кронштейн. По-английски это будет Mounting Bracket. Enter. Название присвоено. Создаю тело и далее создаю эскиз. Выбираю плоскость XZ. ОК. Включаю сетку. Выбираю инструмент «Создать линию по точкам» и начинаю строить. Контур я нарисовал. Здесь немножко подвинем, чтобы визуально смотрелось более красиво. Увеличу немного размер эскиза для удобства. Вращая колесико, вы можете либо уменьшать, либо увеличивать эскиз, как вам удобно. В верхнем меню выбираю инструмент «Создать скругление» и кликаю на эту точку. Скругление готово. Кликаю на эту точку и перемещаюсь ко второй стороне. Кликаю здесь и здесь, везде левой клавишей. Скругление готово. Ограничим наш эскиз. Инструмент размер. Эта сторона. Это. Горизонтальные участки. Теперь здесь толщина. И здесь. Теперь перехожу к инструменту ограничения радиуса. И наружный радиус. И здесь. Так. И теперь возьмем несколько точек и ограничим их относительно центра. Одна. Вторая. Третья. Четвертая. Так, ну и еще нам потребуется, видимо, несколько точек, которые образовали скругление. Здесь. Здесь.
связь. И вот последнее. Наш эскиз приобрел зеленый цвет, он полностью ограничен. Я его закрываю. Беру инструмент выдавливания и нажимаю. Поставлю длину 2,5 дюйма. Окей. Выбираю вот эту грань. Создаю эскиз. Программа повернула кронштейн, но мне удобнее, чтобы он был развернут вот так. Я его поворачиваю вручную. В верхнем меню нахожу инструмент «Переключить вспомогательную геометрию» и кликаю. Выбираю инструмент «Создать линию по точкам», ну или «Создать отрезок». Делаю один отрезок, второй. И провожу линию, ну, примерно где-то по центру. Для того, чтобы выставить линию абсолютно точно по центру, воспользуемся инструментом «Ограничить симметричность». Я кликаю на него, кликаю на одну точку, на вторую, а затем на линию, которая посередине. Все. Линия находится абсолютно ровно относительно сторон нашего кронштейна. Переключаюсь опять в основную геометрию. Выбираю инструмент «Создать паз». У нас тут вот это ограничение. Видимо, из-за него появились избыточные автоограничения. Сейчас я его удалю. Не получается выделить. Вот так. Все. Избавился от ограничений, избавился и от избыточных автоограничений. Все, теперь нормально. Выбираю размер. Далее выбираю ограничение радиуса. И теперь инструментом размер ограничим две точки. Одну и вторую. Так. Я забыл, что надо удалить эти вспомогательные линии. Они мешают. Выделяю одну. Удаляю вторую. И третью. И теперь еще раз пробую ограничить дополнительную точку. Пусть будет вот так. Закрываем. Перехожу в инструмент «Карман». И прорезаю паз. Окей. Разворачиваю. Кликаю
на эту грань, создаем эскиз. Опять разворачиваю, так как мне так удобнее работать. И теперь здесь я нарисую окружность, для того, чтобы выполнить отверстие. Также переключаюсь в вспомогательную геометрию. Делаю пару линий. Раз, два. И центральная. При помощи инструмента симметрия, ограничение симметричности, выставляю центральную линию строго по центру. Переключаюсь в обычную геометрию, выбираю инструмент «Создать круг по центру». Ограничиваю его диаметр. Пусть будет 0,50 дюйма. Избавляюсь от ненужных вспомогательных линий. Выделяю левой клавишей «Удалить». Выделяю левой клавишей правой «Удалить». И здесь тоже выделяю левой, потом правой и удалить. Все, избавился. Беру инструмент ограничения положения и ограничиваю центральную точку. Все, окружность ограничена. Закрываю. Инструмент карман. Глубина 0,20. Ну, здесь тонкая стенка. Наше отверстие готово. Оно сразу прорезалось. Угу. Да, все. Все нормально. Окей. Ну вот наш кронштейн, в принципе, закончен. Левой клавишей выделяю, правой и случайный цвет. Ну, такой фиолетовый. Я его сохранять не буду, но так как это учебный проект, ну, если вам надо будет то, что вы делаете, сохранить. Заходим в файл, сохранить. Открывается окно, сохранить. Если, допустим, вы хотите изменить название при сохранении детали, либо вам необходимо сохранить две детали по отдельности, чтобы они были одинаковые, но имели разные названия, можете зайти опять сюда же в файл и уже использовать не сохранить, а сохранить как. То есть вот ваш кронштейн, просто мы добавим к нему единицу, и он будет сохранен как уже совершенно независимая деталь. С кронштейном мы закончили. На этом все.